В этом видео мы разберем с вами молитвенное призывание святого, имя которого носишь, то есть молитва своему небесному покровителю. Мы разберем ее в самом общем виде, как она применима ко всем вообще, но каждый из вас может эту молитву видоизменить, подстроить под себя, и я подскажу, как это делать. Итак, текст молитвы. «Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, имя, яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей». Здесь все понятно. Яко аз, потому что я усердно к Тебе прибегаю. Прибегаю, значит, обращаясь за помощью. В русском языке мы тоже этот оборот иногда используем. Например, для того, чтобы рассказать вам о молитве, я решил прибегнуть к информационным технологиям. Вот, пожалуйста, я использовал глагол. Да? Яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. В этой молитве вообще выражена суть наших молитвенных призываний святым. Мы обращаемся к ним, потому что они за нас молятся Богу. И мы просим, чтобы этот святой за нас помолился ко Господу. Я также могу и к вам обратиться, к ныне живущим христианам. Помолитесь за меня. И вы можете за меня помолиться, если захотите. И точно так же я могу обратиться и к тем христианам, которые уже отошли в мир иной и имеют пред Богом дерзновение. «Моли Бога о мне, святые апостоли Андрея, яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей». Вот я прочел молитву своему святому. Обратите внимание, что я изменил немножечко молитву. Да? Я не сказал «святый угодничий Божий Андрей», я сказал «святые апостоли Андрей». Вот так же и вы, каждый под себя, эту молитву будете видоизменять, называя не только имя своего святого, но и, скажем так, вид или титул там, святости его. Например, «Моли Бога о мне, святые архистратижи Божий Михаиле», или «святые пророчи Божий Илие», или «святые апостоли Петре», или «святая равноапостольная Мария Магдалино», или «святая великомученица Екатерина», и так далее, и так далее. Вариантов множество, и всех их перечислять, конечно, не имеет никакого смысла. Берете наименование святого, как он именуется, например, на молебнах вы можете слышать, как это правильно произносится. Кроме того, вы можете молиться не только своему святому, но и святым покровителям, например, своих детей. Поскольку, например, ваши дети еще маленькие, за себя не молятся, да даже, может быть, они уже им большие молятся, но вы все равно за своих детей молитесь с их святым. И тогда эту молитву, во-первых, меняем единственное число на множественное, и тогда она будет звучать так. «Молите Бога о нас», и дальше перечисляйте всех святых, кого вы хотите назвать, «яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших». То есть меняйте единственное число на множественное число. Можно также сюда вставить и обращение к тому святому, в честь которого назван ваш приходской храм. Можно также вставить обращение к тому святому, память которого сегодня празднуется. Например, сегодня празднуется память святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, и вы в общий список святых, кого вы перечисляете, можете также и его тоже упомянуть. И к этой молитве можно еще добавить тропари этим святым, или одному, или нескольким святым, кого вы особо чтите. Таким образом, для каждого из вас эта молитва будет абсолютно неповторима, наверное, уникальна.